Добрый день! Сегодня постараемся сделать модификацию охлаждения планшета T-Class 98 Pro. У него есть такая проблема, процессор немножко перегревается из-за того, что китайцы плохо отводят тепло. А мы постараемся это исправить. Заодно добавим один полноразмерный USB-порт, под который есть выводы на материнской плате, но сам порт не подпаян и не выведен на корпус. Сегодня мы это сделаем. Естественно, что прежде чем приступить к этому заданию, надо иметь вот сам USB-порт, какие-то набор еще инструментов, естественно, это прокладки силиконовые, термопрокладки, это набор медных пластинок, которые мы положим на какие-то детали, в том числе на процессор. Надо иметь термоусадку. Надо для того, чтобы потом заливать провода, которые мы будем подпаивать к USB-порту, надо иметь сам жгут проводов для USB-порта, который мы уложим внутри планшета. Ну и определенный набор инструментов. Линейки, кусачки, отвертки, паяльник, припой и так далее. Ну и, естественно, термопасту тоже надо иметь и приготовиться к этому всему заранее. Прежде чем начать заниматься этим всем, надо, конечно, планшет вскрыть. Это, наверное, самое сложное. Тут надо очень осторожно к этому отнестись, потому что одно неверное движение, попытки оттягивания экрана от крышки, и экран может треснуть. Очень хорошо было бы, если бы уже было наклеено на экране стекло защитное, потому что оно будет являться дополнительным сопротивлением от того, чтобы экран не потрескался во время вскрытия. Я постараюсь вскрывать начать либо пластиковыми какими-то тонкими вещами, либо тоненькой отверточкой поддеть, провести пластиковой вещью, либо гитарными медиаторами, которые у меня есть. Но если нет, то можно что-то другое поискать. Начинать я буду с пластика, со стороны пластика на планшете, идти не в сторону кнопок, а наоборот, в противоположной стороне, а кнопки уже будут последними. Сейчас я возьму медиаторы свои гитарные, ну и попробую приступить к этому процессу. Вот у меня есть 3 медиатора, они разной толщины, но вот буду пробовать всеми. Наверное, это самое тяжелое в этой всей части, потому что все остальное, в принципе, не проблема. Ну что, приступим. Ну вот, наконец-таки планшет вскрыт. Даже не буду говорить, чего мне это стоило. Достаточно тяжелый труд. Надо очень аккуратно идти по экрану, очень аккуратно все это делать. Ни в коем случае не отгибать экран на себя, а все-таки пытаться просто отщелкнуть крышку. Значит, смотрим теперь сюда. Вот я пытаюсь сейчас поддеть защиту процессора. Тут же и под ней находится и оперативная память, и eMMC чип, и видеокарта. Сейчас мы его вскроем, посмотрим, что там внутри. Скрывается, наверное, легко, только надо там найти вырезы на этой крышечке, в которые вот плоскую отвертку аккуратно вставляем и поддеваем для того, чтобы эта крышечка вышла из пазов. Крышка не улетит, потому что она со стороны батареи приклеена к плате. Вот ее теперь можно аккуратно поднять. Ну, вот что мы видим. Ну, видим мы тут, что китайцы понаклеивали, конечно, силикона сверху, но не факт, что он вообще прилегал и к процессору, и к оперативной памяти, и к графическому чипу. Не особо понятно, где он там прилегал. Ну вот сейчас будем это все переделывать. Вот я немножко увеличу для того, чтобы понять,
где что. Вот смотрим. Кстати, уже замечаю, что на зеркальной поверхности процессора уже вижу какие-то разводы, какие-то остатки какой-то жидкости, наверное. Это мы все вытрем потом, протрем, наведем порядок, поубираем силикон заводской и будем использовать свой. Ну, сейчас будем приступать. Хочется отметить, что я не только удалил весь силикон изнутри вот этой вот части процессора, но и сверху крышки я тоже снимаю вот эту наклейку, которая фольга, наклейка основы. Это потому что мне кажется, как и кажется некоторым другим людям, что она отбивает тепло обратно в сторону процессора. Нам этого не надо, поэтому вот эту наклейку я снимаю. Заодно она уменьшит и толщину будущей прокладки и увеличит возможность, увеличит расстояние до крышки. И, возможно, как раз вот миллиметровый потом силикон, он ляжет так, что не будет ни капельки давить на это место. Хотя, в принципе, с этим блистером все было нормально, но у людей. Но я предпочту его снять. Вот еще раз возвращаемся в отсек процессора. Смотрим, проверяем, все ли там нормально. Ну, а дальше будем подкладывать, накладывать. Сейчас я еще все помою, протру, прежде чем приступить уже к более ответственной работе. Делать я буду все по аналогии, наверное, с видео, которое выкладывал автор Tables, извините. Фактически я буду использовать 2 на 2 сантиметра толщиной 1 мм медную пластину на процессоре и на оперативной памяти и на eMMC чипе просто силиконовые миллиметровые прокладки. Такую же силиконовую миллиметровую прокладку я положу сверху на графический чип, для того, чтобы тоже от него отводить тепло. Значит, сверху, в левом верхнем углу процессора, там находится один резистор SMD, который лучше не трогать, не прикасаться к нему, я имею в виду, нашей медной пластинкой. Поэтому я пластинку срезаю под углом, как раз в этом месте, для того, чтобы она в дальнейшем никак не имела возможности коснуться этого компонента. Сейчас я ее срежу уже и буду прикладывать туда, еще раз проверять все. Ну вот, собственно, и она. Я ее заодно помыл спиртом, ну точнее раствором для мытья плат, для того, чтобы там никакого жира на этой пластинке не было и так далее. Вот заодно протру часть зеркального процессора, для того, чтобы тоже там, то я вижу там какие-то отпечатки чьи-то и так далее. Лучше, чтобы все это было чистенько, прежде чем наносить туда термопасту. Да, кстати, так как я использую не термоклей, а термопасту, которая не защищает, точнее, не помогает или не мешает, скажем так, медной пластинке двигаться на процессоре,
Вот я тогда буду использовать силикон, который изначально был наклеен в отсеке процессора. Я вырежу просто сам место под процессор в этом силиконе. То есть силикон будет лежать фактически вровень с выступающей частью процессора. Это для того, чтобы создать просто такую прокладочку, на которой медная пластина, которой медная пластина фактически подклеится и не сможет больше двигаться. Потому что если она будет двигаться, она может в конечном итоге коснуться какого-то элемента, и, естественно, нам этого не надо. Сейчас я это все сделаю и продолжим. Ну, теперь пора приступать уже к нанесению термопасты на процессор. У меня термопаста, я купил какую-то дорогую достаточно, не китайскую, а польскую, насколько я помню, там 5 ватт типа проводность по характеристикам. Ну, я надеюсь, вроде бы продавцы заверили, что она не быстро высохнет, то есть я надеюсь, что ее надолго хватит. Вот. Сначала я хочу нанести маленькую каплю, растереть ее по центральной части процессора. Но в принципе, если паста достаточно жидкая, она сама растечется. Но эта паста густая, поэтому приходится, я не вижу, чтобы она под своим весом растекалась, поэтому надо ее немножко по процессору погонять зубочисткой аккуратно, для того, чтобы она приобрела равномерную форму на процессоре. А дальше надо будет смотреть. Я буду прикладывать медную пластину и смотреть, насколько, и снимать ее, и смотреть, насколько хороший контакт с процессором. Полностью или по всему, по всей площади процессора у нас отпечаталась эта термопаста на медной пластине. Если нет, я просто добавлю термопасты так, чтобы в конечном итоге был очень хороший контакт между пластиной и процессором. Ну, как видите, мне понадобилось аж 3 итерации для того, чтобы убедиться, что термопасты достаточно для того, чтобы она полностью заполняла собой вот этот вот
всю площадь поверхность процессора и хорошо контачила с медной пластиной верхней. Вот наконец-таки это все получилось. Теперь я немножко придавлю саму пластину, чтобы она подклеилась к подложке и уже никуда не двигалась. Сверху я тоже на термопластину нанесу немного термопасты ровным слоем для того, чтобы обеспечить хороший плотный контакт и теплоотвод на вот защитную крышку процессорного отсека. На других элементах, это на EMC и на оперативной памяти, этого я делать не буду, потому что там будет просто силиконовая подложка, на которую, естественно, термопасту уже смысла нет никакого наносить. Вот, и там и так контакт должен быть обеспечен. Но, в принципе, конечно, процессор греется. Естественно, что оперативная память греется, но это не такие пределы, 85 там, градусов, от которых надо избавиться в любом случае. Поэтому там плотность контакта не так важна, как плотность контакта на процессоре со всеми элементами, вплоть до крышки. Сейчас проведем первый тест закрытия крышки. Хочу еще напомнить тем, кто это все делает, что силиконовые прокладки термопроводящие обычно имеют защитный слой и с одной, и с другой стороны, то есть его надо отклеивать, и клеевую основу с двух сторон. Поэтому обязательно отклеить с двух сторон от нее вот защитную основу. Вот. Пробуем закрыть крышку, чтобы она вся стала в свои пазы. И в принципе это должно происходить без больших усилий. То есть если приходится вдавливать сильно для того, чтобы она зашла туда, значит что-то не так, значит что-то нам мешает. То есть сейчас я вроде бы понимаю, что что-то нам мешает, потому что я вижу, что с правой стороны у нас крышка плотно не прилегает. Поэтому открываем еще раз все это дело. И смотрим, что мешает. Скорее всего, мешает то, что я положил сначала миллиметровую прокладку на графический чип, а сверху еще добавил родную ту полумиллиметровую, которая была. И подумал, что, наверное, это будет нормально. Но, похоже, именно оно и мешало, потому что с правой стороны крышка не хотела закрываться. Вот я ее убираю. Сейчас постараюсь эту крышечку закрыть и еще раз понять, насколько хорошо она прилегает во всех местах.
Сверху на крышке я наклею хороший, дорогой американский теплопроводный силикон. И это в центральной части, там где находится процессор, для того, чтобы обеспечить хороший теплоотвод на заднюю крышку планшета. Но по бокам от этого силикона на процессоре я еще добавлю пару кусков китайского силикона, для того, чтобы по максимуму просто занять площадь этой крышки и снимать с нее температуру. Немногие это делают, но мне кажется, что лучше это сделать, чем этого не сделать, тем более если есть силикон. Я решил еще раз вскрыть крышку, чтобы проверить плотность прилегания самой основной процессорной части, то есть ее медной пластины к крышке верхней. Я вот заметил, что все-таки та паста, которую я на нее нанес, она не, вот как видно из картинки, не полностью плотно легла на верхнюю крышку. Поэтому это говорит о том, что все-таки какой-то зазор еще небольшой между крышкой и медной пластиной миллиметровой, которая лежит на процессоре, на пасте, все равно какой-то небольшой зазор есть. Поэтому я наношу еще дополнительно пасты, которая вот этот зазор должна в принципе полностью выбрать и обеспечить наилучший контакт. Ну, сейчас сделаю и посмотрим еще раз. Думал сначала нанести вот в нижней части силиконовую наклейку поверх крышки, но я думаю, что этого сделать не получится, потому что на самой крышке планшета там есть пластиковая окантовка, которая держит форму крышки, или точнее делает ее более жесткой. И из-за этой вот пластиковой окантовки каркаса на край крышки лучше ничего не клеить, потому что крышка потом планшета будет плохо закрываться. Поэтому вот по бокам на крышке процессора, по бокам от самой важной наклейки силикона на процессоре, я наклею еще два кусочка, для того, чтобы максимально отвести тепло на заднюю крышку планшета. Ну вот, в конечном итоге вот такое вот у нас получилось. То есть сейчас я уверен, что процессор хорошо прилегает к крышке процессорного блока. На оперативной памяти и eMMC и графическом чипе есть силикон. И на самой крышке с процессорного блока есть сверху 3 куска силикона, которые должны обеспечивать контакт с крышкой задней планшет. Ну а теперь мы можем приступить уже к вопросу добавления USB-порта на планшет. Вот, наверное, в эту часть мы будем это все делать. Так же, как я вот видел на TechTablets форуме,
человек, который это все предложил и нашел этот нераспаянный порт, то он именно сюда его ставил. В принципе, в этом есть смысл, так как это достаточно близко от самого нераспаянного порта на плате. Провод пройдет в таких местах, где это не помешает закрывать крышку. Плюс там пустое место у нас в этом углу как раз планшета. На пластик будет проще как-то зафиксировать на пластике сам USB-порт. Ну и, соответственно, с других сторон у нас просто некуда это все ставить. Поэтому вот в это место мы будем ставить. Значит, тут очень все запутано, загадочно, достаточно тяжелая часть работы, потому что понадобятся определенные инструменты и навыки, умения. Значит, кроме того, что мы должны USB-порт поставить в планшет вот на экранную часть, нам еще надо фактически сделать какой-то вырез и углубление на задней крышке планшета. Это металлическая часть крышки, и в ней надо либо вырезать, либо пропиливать, ну кто как хочет уже, вырез, который будет фактически по ширине внутренней части USB порта, для того, чтобы крышка вообще закрылась. И кантик, тонкий кант по экранной части планшета, вот, который внутри планшета, это когда разберете, вы поймете, о чем это речь идет. И вот тоже надо срезать чтобы он был за подлицо, вот эта часть край за подлицо с основной частью этой крышки. То есть тут достаточно много работы, и работы тонкой. Если вы не понимаете, как это, боитесь этого и так далее, то ничем помочь не могу. Это надо собраться с духом и сделать, либо за это вообще не браться. Как припаять это все, это не проблема. То есть у нас есть 4 контакта, на которые заранее уже нанесен припой, хотя в принципе я добавил своего. Аккуратненько припаял, там рядом проходит антенна Wi-Fi, вот с этим надо быть аккуратным. Но без проблем это все паяется и проводится шлейф вот по линии, там как можно будет увидеть потом на картинках, и вот подклеивается, подпаивается к USB порту, а вот именно установка самого USB порта, срезание вот этого вот кантика, который сейчас вот видно на экране слева вверху, подклейка этого всего самого порта на эту вот пластиковую часть с помощью эпоксидки и подготовка задней крышки, это достаточно все тяжелая вещь. Я уже сходил в мастерскую к себе, потому что делать это в комнате не очень удобно. Сделал вырез на задней крышке с помощью дремеля и фрезы, потому что по-другому я не вижу, как это сделать. Заодно вот сейчас вот с помощью кусачек убираю вот этот вот передний кантик, который мешает плотному контакту USB порта с внутренней частью планшета. Я его кусачками пытаюсь сначала убрать, а потом еще и монтажным ножом аккуратно тоже убрать, чтобы это просто было ровное место, без вот этого вот кантика. Сейчас попробуем это сделать. Ну вот, вроде получилось, то есть у нас ровное место, теперь вот надо точно понимать, где будет размещен USB-порт, для того, чтобы это все совпадало и с задней крышкой. Это, конечно, надо делать до того, как будем пилить заднюю крышку, потому что тут надо 7 раз отмерить, прежде чем отрезать, чтобы не получилось так, что мы на сантиметр потом крышку неправильно отрезали. Вот я сделал вырез на крышке, то есть прошелся фрезой, попал правильно, хорошо, и с учетом того, что выступающая передняя круговая кромка USB порта у меня остается снаружи планшета вообще. То есть зачем? Для того, чтобы когда мы вставляем что-то в USB порт и вдавливаем это внутрь, вот эта внешняя кромка USB порта не давала USB порту уйти внутрь.
А когда мы вытаскиваем что-то из USB-порта, нагрузка меньше, за счет того, что USB-порт будет лежать на эпоксидке на пластике передней крышки, то в принципе это зафиксирует его и не даст ему уйти вперед. Но мне удалось все прорезать на задней крышке, немножко даже углубить заднюю крышку для того, чтобы USB-порт полностью сел и не мешал ей закрыться. То есть, если передняя часть планшета вполне для этого подходит, то заднюю часть пришлось, задний металл чуть-чуть даже углубить. Вот. Сейчас я вот отмеряю кабель для того, чтобы проложить его в конечном итоге от порта до порта. И буду пытаться уже подпаять это все дело, установить и так далее. Не буду рассказывать, как я пилил крышку. Это для каждого человека это свой процесс. У меня просто, я больше всего люблю для этого использовать дремели с большой скоростью вращения. В данном случае фрезы по металлу. То есть это хорошо, фреза это хорошо, потому что она и боком режет, и прямо режет. Поэтому сделать вот отверстие в крышке достаточно легко, потому что мы просто фактически пользуемся как ножом, ведем по линиям, которые нарисовали, и делаем прорезь. Вот. Но крышку приходится резать полностью, углублять ее, то есть ее боковую часть срезать полностью. Потому что если бы она была с прямым углом, то нам бы пришлось ровно вот до верхней части вот просто срезать боковую часть по размеру USB-порта. Но из-за того, что она плавно переходит от верхней к боковой части, то пришлось мало того, что боковую часть срезать, но еще и вот этот вот поворот и аж зайти туда дальше. Поэтому получается, что в конечном итоге мы будем видеть немножко на задней крышке, немножко большую прорезь, чем сам USB-порт. И если вас это эстетически не устраивает, что на задней крышке будет, так скажем, небольшое отверстие, в котором мы видим часть USB-порта, то лучше вообще за это не браться. Ну вот, я уже все подпаял. Процесс опять-таки показывать бессмысленно, каждому свое. Тут все легко, 4 контакта, нанести немножко припоя, залудить и подпаять. Лучше, конечно, паять сначала сам USB-порт, я имею в виду разъем тип А, который мы добавляем, а потом уже подпаяться к плате, чем наоборот, потому что дергать потом провода и ломать их со стороны платы это хуже, чем сначала припаять разъем, уже наш дополнительный, а потом уже перейти в финале к тому, чтобы быстренько, аккуратненько подпаять это все к плате. Тут главное не нервничать, аккуратненько ставить паяльник, не сильно разогревая плату, то есть быстро очень поднося, потому что неизвестно, там SMD элементы, они не требуют так много тепла для пайки, как это в макроэлектронике, так скажем. Поэтому тут надо все делать быстро, но аккуратно. И очень аккуратно с Wi-Fi антенной, которая проходит возле этих проводов. Не надо ее цеплять паяльником и не надо ее палить. Кстати, на предыдущей картинке было видно, как проложен кабель. Можно сделать точно так же. А вот здесь уже вот видно, как встал USB-порт. Встал он, в принципе, хорошо. То есть с передней части его вообще не видно. И он немножко выступает, чтобы цепляться своими выступающими краями за края планшета. То есть продавить его внутрь невозможно. Крышка хорошо села, хорошо закрылась с ним. Вот. А на задней части, конечно, видно вот его, вот то, что мы видим, его размер. То есть это из-за того, что надо было столько вот такой большой вырез сделать на крышке, чтобы он туда сел. А теперь посмотрим, что нам дали все эти изменения и доработки. Ну, естественно, мышка и как USB-порт добавленный работает.
Я еще не пробовал тяжелые винчестеры, ну я имею в виду по питанию, например, терабайтные, там USB 3.0 подключать и так далее. Но флешки и клавиатуры, мыши, это все проверил, все работает. Что касается непосредственно части охлаждения, вот на картинке мы видим сначала скриншот моего экрана, который показывает программу PassMark, пройденный, полученный результат до охлаждения, это 774. И сейчас можно будет видеть уже и вот что показывал процессор на тот момент. Как мы видим, он доходил до 86 градусов. Но выше этого не поднимался. Но было написано, что мы имеем термотротл. Соответственно, производительность падала. И вот его результаты в конечном итоге. Сейчас мы посмотрим на результаты новые. Это 786 баллов, что больше, чем предыдущий тест. Ну и можем видеть, что температура не поднималась выше 72 градусов. То есть разница составила порядка 14 градусов после доработки. И это, я напоминаю, что это процессор работает на 100% с подачей питания внешнего. Соответственно, он работает на максимум, который он может. Но температура не поднялась выше 72 на вот этом вот PassMark тесте, который тестирует как процессор, одноядерном, многоядерном режиме, так и 2D и 3D графику. Ну, соответственно, винчестер и так далее. То есть максимальная температура поднялась до 72 градусов и все. То есть никакого термотротлинга, никакой потери производительности за счет того перегрева процессора. Ну, соответственно, можно сказать, что это хороший результат. Более того, результат, который я набрал в этом софте 786, отличается, конечно, от первого результата, который я получил. Он был равен 774 балла. Мой текущий результат 786,4 выше даже результата автора Tech Tablets, который получил 776 баллов. При его моде охлаждения, как он делал, он получил максимум температуры процессора 68 градусов, у меня 72 градуса, то есть 4 градуса разницы все-таки. И у него получается на 4 градуса процессор холоднее. Но результат, полученный в этой же программе, которую он прогонял, у меня выше. То есть либо он прогонял это пока что-то было на фоне запущено, то есть он получил меньшую нагрузку при меньшем выделении ресурсов на компе, либо на планшете точнее, либо просто, так скажем, мое охлаждение дает более правильный результат, более высокий результат, хотя и чуть-чуть более высокую температуру. Но это далеко не 85 градусов, и, соответственно, термотротлинга мы не имеем. Можно сказать, что это все сделано успешно, USB-порт работает, охлаждение работает. Ну, до новых встреч, желаю всем удачи в этих начинаниях.